Приветствую вас, мои дорогие зрители. Ну, куда моя булочка собралась? Куда она едет? А? Сегодняшний обзор мы посвятим очень забытому и заброшенному месту. А для этого мы вновь посетим один из регионов Латвии – Курзаме. Эта сторона в современной Латвии задолго до обретения Латвии независимости имела свою государственность, которая именовалась герцогством Курлянским, где были свои правители-герцоги и даже имелись свои колонии. Вот в имение одного из таких оссейских немцев мы и заглянем, а точнее осмотрим то, что осталось от усадьбы имения. Сейчас здание заброшено, и любой желающий может войти в него без особых усилий, чем мы и воспользуемся. Сведения об истории усадьбы Сасмаков довольно скудны. Впервые упоминается в 1582 году в налоговых списках Илтенской епархии. А вот усадебный дворец Сасмак, каким мы его видим сегодня, был построен в 1886 году. В настоящее время усадьба является частной собственностью, но из-за плохого надзора и несовершенных законов приходит в упадок. Одна из версий происхождения исторического названия города Сасмак связана с историей местного барона фон Засса, который, заблудившись в близлежащем лесу, начал читать молитвы, после которых, выйдя на холм, он увидел свое поместье. В благодарность за это барон решил построить церковь, что и было сделано. Вокруг церкви образовалось поселение, а уже позже и сам город Сасмак. Бывших владельцев поместья было не так уж и много. Семья Монтефейло-Сёги, в 17 веке семья Гогенстайнберг-Унгард, в 18 веке семья фон Засс, при которых и была построена эта усадьба. После земельной реформы 20-х годов во дворце Сасмака размещалась Орловская волостная управа, а с 1949 по 1980 год Валдемарпилская средняя школа. В наше время состояние усадьбы совсем не радует и все больше походит на трущобы и медленно умирает. Как видим, двери и окна выбиты, стены повреждены не совсем пристойными рисунками вандалов и многое-многое другое, говорящее о плачевном состоянии строения. И можно только представить, как больно смотреть людям, учившимся здесь, на такое запустение, где прошли для кого-то лучшие годы их жизни, где происходили самые замечательные события в становлении личности, и от этого становится грустно. Также кому-то понадобилось умыкнуть пушку, которая лежала здесь столетиями, и ее просто в один прекрасный момент не обнаружили на месте местные жители. И как оказалось, то усадьба не находится в списке охраняемых государством памятников культуры, ни как памятник архитектуры, ни как место исторических событий. И муниципалитет ничего не может сделать, чтобы улучшить ситуацию. Владелец получил бесчисленное количество штрафов, которые оплачены, и ничего не меняется. Вот так и происходит, когда нету настоящего хозяина, вложившего свои средства и душу для процветания созданного им райского уголка. А теперь это очередной символ жадности и бесхозяйственности нашего времени. На данный момент усадьба ищет нового хозяина, и местные жители очень надеются, что это будет тот, кто сможет по-настоящему ухаживать за усадьбой. А еще здесь растет многоствольная липа, которая считается самой большой липой в Прибалтике, и ее возраст составляет 400 лет. Ну вот как-то так. Да. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.